Последний мой выпуск был посвящен историческому триумфу грузинской сборной, а также рассуждениям о том, благодаря чему этот триумф случился и чего не хватает Армении, чтобы добиться таких же высот. Комментариев под этим видео было много. В основном армяне поздравляли грузин, а наши братья-грузины подбадривали нас и желали в ближайшем будущем тоже сделать шаг вперед. Но были и более интересные комментарии. Например, сразу несколько людей озвучили мысль, что Грузии и Армении надо создать свой общий футбольный чемпионат и развивать футбол вместе. Мысль насколько интересная, настолько и сумасшедшая. В этом выпуске я хочу поговорить с вами о том, насколько реально создать что-то общее в футбольном плане между Арменией и Грузией, а также, с вашего позволения, составить символическую сборную из армян и грузин среди действующих футболистов. Но прежде я хочу попросить всех, кто не подписан на мой канал, сделать это, а также поставить лайк этому видео. Канал мой хоть и преимущественно об армянском футболе, но скоро будет чемпионат Европы, и я собираюсь делать небольшие репортажи об этом. Естественно, много внимания будет уделено выступлениям национальной команды Грузии. Итак, давайте для начала решим, что значит иметь совместный футбольный чемпионат. Если мы говорим именно о совместном национальном чемпионате из армянских и грузинских клубов, то это не совсем реалистично, ведь клубы из этого турнира не могут по итогам соревнования выступать в Еврокубках. В той же Лиге чемпионов должен выступать именно чемпион национального чемпионата Армении или Грузии, а не объединенного чемпионата. Есть пример той же Англии, где выступают клубы из Уэльса, или Швейцарии, где выступают клубы из Лихтенштейна. Но с важной оговоркой. Эти клубы в случае попадания в Еврокубковую зону выступают под флагом той же Англии или Швейцарии, и именно в копилку этих стран приносят очки. А за Уэльс или Лихтенштейн, соответственно, выступают лучшие клубы национального чемпионата этих стран. Я думаю, каждый из нас понимает, что грузинские клубы не согласятся выступать за Армению точно так же, как армянские за Грузию. А вот создать какой-то аналог ежегодного товарищеского турнира с участием, скажем, 3 лучших грузинских и 3 лучших армянских клубов с хорошим призовым фондом, на мой взгляд, было бы отличным решением. Это точно пользовалось бы большим интересом у болельщиков с обеих сторон, что привлекло бы со временем рекламодателей и, как следствие, сулило бы хорошие призовые для участвующих команд. К тому же, вместо сомнительных товарищеских матчей с клубами из низших лиг Турции и России, такой объединенный кубок можно было бы использовать в качестве подготовки к новому сезону. Думаю, что такой формат поспособствовал бы более активному сотрудничеству между армянскими и грузинскими клубами. Мое мнение, что армянские клубы могли бы перенять грузинский опыт подготовки молодых футболистов в своих академиях, так как у грузин этот процесс налажен на порядок лучше, особенно это касается Динамо Тбилиси. Для грузинских же клубов это будет отличной возможностью подготовить свои команды к игре с сильными клубами в Еврокубках, так как, судя по результатам в Лиге чемпионов и особенно в Лиге конференции, армянские клубы все же заметно сильнее грузинских, преимущественно за счет легионеров в своем составе. Ну а самым лучшим форматом футбольного сотрудничества между двумя нашими странами стало бы совместное проведение большого футбольного турнира наподобие чемпионата Европы или мира. Совсем недавно появилась новость, что Тбилиси подаст заявку на проведение у себя финала Лиги чемпионов в 2028 году. Под это дело в столице строится новый современный стадион вместимостью 70 тысяч зрителей. При этом в стране уже имеется 54-тысячная Динамо-арена и еще ряд других неплохих стадионов. В Армении к 2030 году в Академгородке недалеко от Еревана должен быть готов новый стадион вместимостью 35 тысяч зрителей. Фаза строительства должна начаться в 2025 году. Есть очень уютный и компактный республиканский стадион. Плюс можно восстановить 55-тысячный Гроздан. При наличии соответствующей инфраструктуры две наши страны могли бы подать заявку на проведение у себя чемпионата Европы в 2036 году. Напомню, что Евро-32 пройдет в Италии и Турции. Совместная подача заявки от двух стран всегда повышает шансы на успешное его получение. Так было у Украины с Польшей в 2012 и у Австрии со Швейцарией в 2008. Стоит ли говорить, что такое масштабное мероприятие потребует гигантских вложений в футбольную и общественную инфраструктуру и даст новый импульс к развитию наших стран? Ну и напоследок я подумал, было бы интересно представить, какой была бы гипотетическая сборная, состоящая из сильнейших на данный момент действующих армянских и грузинских футболистов. Вратарем, естественно, будет Георгий Мамардашвили из Валенсии. 23-летний Георгий стоит сейчас 35 миллионов евро и является одним из лучших вратарей чемпионата Испании. Думаю, что с такой игрой Георгий долго в нестабильной Валенсии не задержится и перейдет в топ-клуб. Уже появлялись слухи об интересе к нему в Мюнхенской Баварии. На правом фланге защиты Отар Какабадзе из польской Краковии.
Как и Артак Дашьян из Пюника, Отар больше нацелен на атаку. Но в отличие от 35-летнего Артака, Отару 26 лет и он находится в самом расцвете сил. Центр защиты никогда не являлся сильной стороной армянской сборной, поэтому тут тоже будет грузинское представительство в лице опытнейшего Гурама Каши из братиславского Слована. 36-летний капитан является образцом профессионализма и самоотдачи на поле. В паре с ним стоит поставить 25-летнего Луку Лочошвили из итальянского Кремонезе. Есть еще очень талантливый Георгий Гаруцюнян из Краснодара и Саба Сазонов из Торино, но думаю, этим ребятам еще только предстоит добиться больших высот в футболе. Левым защитником я вижу одного из лучших футболистов чемпионата России Наира Тикнезяна. 24-летний футболист Локомотива оценивается в 7 миллионов евро и вполне возможно уже этим летом перейдет в топ-чемпионат. Им интересуется ряд итальянских и немецких клубов. В центре полузащиты несомненным мозгом и лидером этой команды был бы Генрих Мхитарян, не нуждающийся в представлении. Да, армянская легенда в данный момент завершил свое выступление за Армению и сверкает в миланском Интере, где совсем недавно стал чемпионом Италии. Но мы говорим о гипотетической сборной, где выступали бы лучшие наши футболисты, поэтому я включил его в этот состав. Рядом с ним я бы поставил Эдуарда Сперсяна из Краснодара. Эдик уже много лет один из лучших футболистов чемпионата России и с большой вероятностью этим летом перейдет в топ-чемпионат. На правом фланге полузащиты мне было тяжелее всего выбирать, ведь есть Чикветадзе из Уотфорда, выступающий в чемпионшипе, проводящий отличный сезон Давидашвили из Бордо, выступающий во второй французской лиге, есть лучший футболист чемпионата Словакии, лидер Слована Тигран Барсикян, есть Бичахчан, который один из лучших в польской погони, но я все же остановил свой выбор на открытии первой половины чемпионата России новоиспеченном чемпионе в составе Ференцвароша Эдгаре Севикяне. 22-летний Эдгар под конец сезона записал на свой счет гол и голевую передачу в составе Ференцвароша и отметился голом ворота сборной Чехии. Воспитанник испанского Леванте, по мнению многих специалистов, недолго задержится в чемпионате Венгрии и в ближайшем будущем перейдет в более сильный европейский чемпионат. На левом фланге с функциями свободного художника я бы поставил Хвичу Кварацхелия. Он уже готовый топ-футболист и, как бы пафосно это ни звучало, уже перерос уровень Наполи, который в минувшем сезоне давно потерял шансы на выход в Лигу чемпионов. Хвича заслужит выступать в команде, которая борется только за самые высокие места. Правда, потенциальных покупателей может отпугнуть высокая цена за него. Трансфермаркет оценивает его в 80 миллионов евро, а президент Наполи Аурелио де Лаурентис и вовсе требует больше 100 миллионов евро. В центре атаки я бы поставил Лукаса Зелараяна, выступающего сейчас в чемпионате Саудовской Аравии за Аль-Фатех. Кто хоть раз видел матч с участием этого аргентинского армянина, согласится с тем, что его уровень техники сопоставим с таковым у Мхитаряна и Кварацхелии. Лукас долгие годы был одним из лучших футболистов США и Мексики, а сейчас сверкает в Саудовской лиге, богатым на таких же техничных футболистов, как он сам. Ну и в атаке я бы без сомнения поставил бы Георгия Микаутадзе. Воспитанник французского футбола сходу не смог закрепиться в проблемном Аяксе и вернулся в аренду в родной Мец, где продолжает быть одним из лучших на поле. Ему всего 23 года и нет сомнений, что Георгий еще будет иметь шанс заявить о себе в топ-клубе. Естественно, мой выбор очень субъективен и думаю, многие из вас не согласятся со многими позициями. Но даже так получился очень боевой состав, способный не просто выйти на большой турнир, но и решать там серьезные задачи с топ-командами. Обязательно напишите свой вариант символической сборной в комментариях и расскажите, каким вы видите формат сотрудничества между армянским и грузинским футболом. А у меня на этом все. Отблагодарите меня лайком за видео, а также подпишитесь на канал, если еще не сделали этого. Впереди еще много интересных видео.